Друзья, привет! Рад видеть вас на нашем канале Алга Петербург. Сегодня снова у меня для вас актуальная тема, которая захватила нас последние несколько дней. И, конечно, это тема музыкального фильма, новой песни Димаша «История одного неба». Вы, наверное, следите все за новостями, знаете, что она появилась на всех музыкальных платформах, и теперь люди не только на YouTube, но и в других сервисах могут не только посмотреть, но и послушать песню, что я, кстати, уже сделал, и вам тоже рекомендую, потому что отдельно от видеоряда песня тоже раскрывается по-своему. Но сегодня хочу немного обратить внимание все-таки на музыкальный фильм, потому что вот он достоин того, чтобы его обсуждали, он достоин того, чтобы больше и больше мы о нем разговаривали, потому что мне кажется, что каждый человек на нашей земле должен обратить внимание на это произведение искусства, произведение современного искусства, которое, безусловно, войдет в историю не только мировой музыки, но и, возможно, в историю мирового кино. Потому что это полноценный короткометражный фильм, и вот я хочу, конечно, извиниться перед командой, которая занималась производством этого фильма, потому что все прошлые видео я говорил, вот Димаш и композитор, Димаш и в качестве режиссера выступил, вот Димаш и в главной роли сыграл. И, наверное, конечно, безусловно, ключевая роль это Димаш, и, безусловно, без него даже, наверное, и мысли, даже идеи, наверное, не появилось бы создание такого фильма. Но хочется отметить также и команду, которая занималась производством такого большого, масштабного фильма. Ну, один человек не может такой фильм сделать. Конечно, сейчас идет упрощение, и каждый музыкант хочет, многие музыканты есть молодые, которые хотят сделать попроще, там, побыстрее, подешевле, и успех некоторых из них, наоборот, вот только подталкивает молодых исполнителей как-то упрощать производство, делать, в общем, делать такой дешевый продукт. Что касается вот фильма «История одного неба», то здесь действительно очень большая команда работала. И я вот говорил, что Димаш являлся режиссером. На самом деле он написал сценарий, что тоже очень важно. Но вот конкретно на площадке режиссером была девушка, которую зовут Алина Верепя, если правильно прочитал фамилию. С именами у меня бывают сложности, как вы знаете. В общем, она сказала о том, что над этим фильмом работала команда из 300 человек. 300 человек — это очень много вот, по современным меркам. Это действительно команда, которая вот, делает настоящие полноценные фильмы, полноценное кино. И результат вот такой работы мы сейчас вот можем наблюдать. Кстати, вот уже больше 500 000 собралось просмотров. Сейчас я вам скажу на момент записи этого ролика, сколько просмотров. Да, что-то не работает здесь интернет. Но, друзья, я вам на экране напишу, сколько сейчас на момент записи этого ролика просмотров на клипе Димаша. И я вот сегодня, друзья, хочу с вами говорить действительно о том, что вот большая команда занималась производством этого фильма, производством этого шедевра, и поэтому, наверное, стоит обратить и на них тоже внимание. Потом я знаю, что Димаш Канатович очень скромный человек, и он бы, наверное, тоже вот если бы сидел сейчас на моем месте, наверное, он бы тоже хотел бы рассказать о тех, кто принимал участие вот в производстве вот этого настоящего шедевра, произведения современного искусства. Тем более, что поговорить есть о чем. Я сегодня не буду затрагивать всех персонажей, но вот о двух героях я обязательно должен поговорить. Два этих героя — это герои, которых мы видим в самом начале. Это вот как раз герой Димаша, затем его соперник, и в начале фильма это друг, и, соответственно, супруга Димаша, супруга героя Димаша, вот, которая в начале вот этого музыкального фильма и выступает в качестве и девушки, которая делает вот такой вот сложный выбор. Между этими тремя героями на самом деле можно отследить сразу несколько по-настоящему драматических линий. Вот. Я сразу скажу, что я не профессионал, не режиссер, я только высказываю свое мнение, вот как мне кажется со стороны. Вы
Можете, безусловно, в комментариях мое мнение оспорить, можете высказать свое мнение. Я просто вот так вот решил с вами поделиться своими мыслями, что я думаю по поводу вот этого музыкального фильма. Ни в коем случае я свое мнение вам не навязываю и не заставляю вот считать его прям аксиомой, считать, что вот именно только так и может быть. В общем, в начале фильма мы видим историю трех молодых людей, и мы видим, что там есть двое друзей, это герой Димаша и второй герой, которого сыграл актер Никита Шепелев, очень талантливый актер. Если, кстати, друзья, вам будет интересно, вы напишите в комментариях, и я с ним познакомлюсь, и мы у него тоже спросим о том, как ему было работать вместе с Димашем. Может быть, какие-то вещи тоже узнаем про сюжет, которых мы, может быть, пока что не понимаем. Ну, в общем, и, соответственно, герой вот Никиты, они в детстве с Димашем, с героем Димаша были друзьями, но в один момент случается так, что вот любовь девушки, она разделяет их дружбу. И вот тут интересно прослеживается такая деталь, что если мы посмотрим на весь этот фильм, то в самом начале, получается, любовь удивительным образом создает разлад между двумя друзьями. Но более того, эта любовь в одном человеке пробуждает какие-то позитивные, положительные стороны, то есть созидание. Вот герой Димаша, мальчик, он создает амулеты, дарит его сначала по-моему, сначала другу своему дарит, да? Ну, в общем, для всех троих он сделал амулет. Не знаю, насколько важно, кому он первому подарил этот амулет или нет. Но суть в том, что вот любовь, она пробуждает в герое Димаша желание творить, желание создавать. А с другой стороны, для героя Никиты, вот для героя, который в дальнейшем стал настоящим злом, в нем пробуждает злость, ненависть. И получается, что любовь в этом музыкальном фильме нам говорят о том, что любовь, она может как и творить добро, так и создавать зло. Но это зависит, как я понимаю, не только вот от того, что происходит между персонажами, это еще как-то внутри заложено в каждом человеке. То есть здесь очень интересно было бы, конечно, поговорить с Димашем по поводу сценария, и с Алиной, с режиссером, что они хотели вот здесь вот передать. Потому что, как мне кажется, в начале этого музыкального фильма любовь, там такая цикличность идет, то есть любовь сначала создает два характера, один из них плохой, другой хороший, то есть любовь может и создавать, и разрушать. Наверное, так. Но в конце мы видим, что все равно любовь и добро побеждает зло. И в конце мы видим, что вот когда появляется ребенок у героини фильма, у девушки и жены Димаша, вот у этой девочки, которая вначале делает свой выбор в пользу Димаша, там рождается ребенок, то, соответственно, в конце фильма снова получается так, что любовь создает новую жизнь. В общем, не знаю, спутано ли получилось мое объяснение или нет, но, в общем, так получается, что любовь одновременно может и создавать, и разрушать, но при этом в конце получается так, что любовь создает. Создает, причем не просто что-то, а создает новую жизнь. Удивительным образом. И вот тут вот интересно подумать над тем, вот действительно вот в нашей жизни, как обычно происходит. Ведь в нашей жизни тоже есть, и наверняка в жизни каждого было такое, что вот безответная любовь, она пробуждала какие-то чувства злости, может быть, и действительно же это страшное чувство, когда тебе нравится девушка, например, или девушке, если нравится молодой человек, и вот
получается, что второй человек не отвечает взаимностью. Это же действительно очень сильная эмоция, которая может быть и стала причиной такой вот мощнейшей травмы, которая столько злости, столько ненависти создала в героя Никиты. В общем, да, вот такой вот мне показалось, что очень такой глубокий смысл на самом деле заложен, который еще наверняка мы несколько раз переосмыслим, и наверняка он как-то будет изменяться, когда мы будем обращать внимание на больше и больше деталей. Может быть, друзья, действительно нам стоит поговорить, созвониться с кем-нибудь из героев. Напишите в комментариях, если вам такое будет интересно, чтобы я связался с кем-нибудь из тех людей, которые принимали участие в этом фильме, и узнал подробнее по поводу вот тех посылов, которые хотелось и Димашу, и команде, которая занималась фильмом, донести. Но точно можно сказать, что вот изначально вот люди, они были счастливы, они радовались жизни, но потом любовь внесла раздор в их дружбу. То есть, с одной стороны, она принесла и счастье, и несчастье. И получается, что разбивает сердце и разбивает дружбу, но в итоге создает новую жизнь. То есть вот такой вот парадокс вроде бы заставляет на самом деле задуматься, и я думаю, что, друзья, вы тоже об этом, наверное, если подумали, тоже можете свое мнение высказать. Но мне кажется, что вот есть некоторые смыслы очень глубокие, которые в этом клипе прослеживаются. То есть здесь мы можем уже говорить не только о том, что вот в клипе там разыгрывается, идет речь о том, что вот существует такой мир, где много неправды, где много ненависти, где много боли, много страданий, несчастья. И вот сейчас мы, если вот подробно будем разбираться именно второстепенных героях, мы постепенно начинаем понимать, что на самом деле то корни всего этого, они, откуда это все пошло, вот, и почему так случается вот с нами, с людьми, откуда в нас вот эти вот негативные эмоции, откуда в нас эта злость берется. И, наверное, для каждого человека, конечно, это свои будут такие вот триггеры, которые провоцируют на какие-то действительно плохие поступки. В общем, вот такие вот мысли у меня появились. Мне кажется, что действительно начало фильма, оно имеет огромное значение, потому что и в конце фильма там тоже идет возвращение к этим же кадрам, тоже там показывается. Но здесь какой-то есть глубокий смысл, в котором нам, кстати, еще наверняка предстоит разобраться. То есть я думаю, что еще обязательно об этом поговорим. Действительно, я, наверное, вы знаете, друзья, если будет вам интересно, я, наверное, свяжусь с кем-нибудь из героев фильма, и мы поговорим, чтобы подробнее в этом разобраться. И я думаю, что, конечно, может быть, через какое-то время мы совсем по-другому будем смотреть на на этот фильм, но вот сейчас для меня он выглядит примерно вот так, я сделал такие выводы, и чем и хотел поделиться с вами, друзья. В общем, буду ждать вашей реакции, очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Может быть, у вас какой-то другой взгляд, какое-то другое видение, может быть, будете согласны со мной, но я уверен, что для каждого человека этот клип отзывается по-своему. Ну вот у меня такие вот появились мысли, которыми я захотел с вами сегодня поделиться. На этом все у меня, друзья. Скоро увидимся.